Друзья, всем привет! Показываю свою готовую работу. Сейчас я покажу. У меня здесь широкий, красивый рукав, уютненький. Сейчас мы поближе его будем рассматривать на столе. На себе не показываю, у меня некому просто даже сфотографировать. Вот такой красавчик у меня получился. Здорово на теле будет смотреться этот узор. Прям замечательный. Широкий, красивый, чудненький. Ну а сейчас я проговорю здесь некоторые технические моменты. По рапортам расскажу. Вдруг у кого-то такая же ниточка уже куплена. Поэтому, и некоторая информация, которую я здесь проговорю, она мне и в будущем пригодится, поскольку я начала вязать очередной кардиган уже из светлой пряжи, и на нем я уже учту все свои вот эти ошибки, которые, не то чтобы даже ошибки, а моменты, которые я не учла. Кстати, на пряжу и на эту, и на другую, я сейчас просто краешком глаза покажу, что я начала. Обзор на пряжу я вам оставлю на ролик. В том же ролике найдете промокод на скидку в 10% от магазина. Итак, я связала для себя замечательный, уютный кардиган по мотивам Брунелло Кучинелли. У меня не точная копия. Как видите, у меня обработка горловины по-другому сделана, рукава по-другому сделаны. Не точная копия, но очень близко, да? По ширине он меня полностью устраивает. Ширина рукава, я планировала широкий рукав, уютный. Все меня устраивает, все я вписалась, как планировала. Но перевязала. Смотрите, когда я довязала до проймы, я примеряю к себе, к телу прикладываю, условно предполагая, где у меня будет начинаться уже вот пройма под рукав. И меня эта длина устроила до середины бедра. Но я не учла то, что узор потечет. То, что любой узор и любая пряжа потечет, это я понимаю и всегда понимала, да, под собственным даже весом. Здесь еще и узор такой ажурный, а я как бы ажуры не вяжу, у меня преимущественно везде лицевая гладь. Вот этого я не учла. Еще один момент я не учла и вообще не могла знать, что вот пройма, смотрите, я сюда в пройму вписала 7 рапортов. Я хотела широкий, прям такой уютный рукав. Если бы я сделала 6 рапортов сюда в рукав, то смотрите, по половинке рапорта вот так я убираю, я получила бы не тот рукав, который планировала. Но представьте, насколько на 4, а то и на 5 сантиметров у меня была бы длина короче. Вот поскольку я вот это все пропустила и не учла, я и получила не то, что хотела. То есть, когда я мерила на спицах, длина у меня была та, которую я хочу, да. А на самом деле, видите, в итоге провисание пряжи, провисание самого узора, плюс провисание, не провисание, а широкая пройма для уютного рукава добавила мне вот этой длины. Вот это как отче наш теперь я просто запомню на всю жизнь. Вот этот кардиган, он мне просто вот как в назидание будет. Да, я связала не своей длины, ничего страшного. Я получила колоссальный опыт, чему очень рада, потому что я его надеваю, и я прям вот получаю огромное удовольствие. Это, конечно, такой шикарный вот узор. Просто еще и в черном цвете пряжи, это просто вообще здорово. Единственное, вот прям в идеале 7-10 сантиметров мне надо убрать. Все, это не мое, не то пальто называется. Но я уже решила, что я не люблю, когда у меня вещь селится в шкаф и просто занимает место. Сейчас это все актуально, да, такая моделька кардигана. Я просто это подарю, все. Я уже даже решила, куда. Хотела одной девушке, на канал к ней захожу, значит, поблагодарить ее хотела. Захожу и узнаю, я всегда считала, что она выше меня, а тут я узнаю, что она моего роста, я думаю, ну ё-моё, не получилось сделать сюрприз. А потом второй вариант, я хотела Юле, своей подруге, подарить с канала «Клубок желаний». Мы с ней переговорили, она говорит: Настя, я очень худенькая, я в нем просто утону, потому что оно у меня еще и широкое. Но я люблю то, и она не любит носить широкие вещи, она любит по фигуре. А я предполагаю, что если это кардиган, да, такой бомбер, то я вообще любые вещи люблю, даже майки какие-то домашние у меня все на 5 размеров больше. И кардиган я тоже вязала такой с запасом. Ну, в общем, Юля не подойдет, и тогда я уже придумала, куда я его отправлю. Отправлю в коллектив женский, где много девушек. Во-первых, они сами вяжут, но я не уверена, что они все вяжут.
Они сами вяжут, они, во-первых, ценят ручной труд, они знают, что это такое. И уж точно они там разберутся, кому чего подойдет. По росту они там, может быть, разные, поэтому девчонки там разберутся. По фотографиям не обещаю, там, если мне пришлют фотографии, то спасибо. Если не пришлют, никого обвязывать не буду, поскольку понимаю, что, может быть, кто-то не хочет, да, там, лицо показывать по каким-то причинам. Ну, всякое бывает, поэтому будут или не будут, не знаю. Когда я шила плечевые швы, я сразу приступила к планке, а потом уже к горловине. А надо было сделать наоборот. Смотрите, что у меня получилось. У меня молнию вшивала мне подруга моя. Я уже просто понимала на тот момент, что я это изделие буду дарить, и мне хотелось, чтобы она профессионально прям вот вшила. Хотя я могу, конечно, руками вшить. Но попросила ее, она сказала: Настя, без проблем приезжай, тем более мы не виделись 100 лет. И она мне все сделала. И смотрите, что получается, что у меня бегунок не доходит до конца. Хотя я видела и такие варианты, но мне лично бы хотелось, конечно, чтобы он доходил до конца. А для этого я должна была обработать сначала горловину, а потом уже полочки. Кстати, о молнии. Смотрите, я покупала бегунок, был совершенно обыкновенный. Мне посоветовали в магазине, в вязальном магазине, там они пряжи, у них пряжи много, там всякие для рукоделия вещи. Посоветовали тракторную молнию, она легче, чем металлическая. Здесь был обычный бегунок. Я выбрала бегунок на свой вкус, вот такой вот круглый, без острых углов, просто колечко. Здесь у нас много кружочков вот таких в узоре. Я посчитала, что он будет гармонично смотреться с этим узором. И причем его удобно передвигать вниз-вверх. И она мне, прям девушка в магазине, вот в этот пазик просто его за 2 секунды внедрила. Я даже не знала, что такое есть. Пожалуйста, имейте это в виду при покупке молнии. Видите, как молния выглядит? С одной стороны у нее есть вот такой пазик, куда можно переставить бегунок любой. Я об этом не знала, кстати. Так, теперь, значит, расскажу. Я попетельно не буду рассказывать, поскольку мы с вами будем вязать то же самое из другой пряжи просто. Там будет другой метраж, и все расчеты будут совершенно другие. Каждый будет делать под свой размер и так далее. То есть мы с вами все от А до Я будем проходить. У меня уже все начато. Да, сначала технические данные. Молния вшита 55 сантиметров плюс 5 сантиметров вот здесь. То есть в районе 60 сантиметров от спинки с обвязкой это вся длина изделия. По ширине это 55 сантиметров. Но допускаю, что оно будет смотреться уже, когда изделие надето, да, потому что оно тяжеленькое получается. И получается, оно может немножечко, вот эта ширина, уходить. Дальше. Здесь у меня скос проймы есть. И получается, что если бы я не делала скос проймы, рукав был бы длиннее, да? А так как у меня здесь уголок вот этот вывязан, чтобы рукав хорошо лежал, значит, рукав у меня получается короче, соответственно. Вот от шеи до конца рукава я замеряю, это 61 сантиметр. А ширина рукава 23-24 сантиметра. Здесь у меня, я сказала, 7 раппортов. А по количеству раппортов давайте скажу. 3,5 по переду с одной и с другой стороны и 7 раппортов по спинке. Пожалуй, вот, девочки, все. Так как у меня еще был вывязан росток, у меня спинка была выше, чем перед, поэтому, когда я собирала петли на рукав, то у меня центром, серединкой, вот верхней точкой рукава был не плечевой шов, а немножко отступила. И именно от этого места, да, потому что есть росток, именно от этого места я набирала, пусть оно там где-то 2, 3, 4 петли, но тем не менее оно технически сделано верно. Именно от этой точки 3,5 раппорта в одну сторону и 3,5 в другую сторону. И еще, чтобы я сюда добавила, так как у меня горловина не широкая, то есть это не кофточка, а это кардиган, да, вот сюда, мне кажется, не хватает бейки, чтобы горловина не разъезжалась, поскольку я хотела именно узкий, да, вот такой вот узкую такую обработку, близкую к шее. В оригинале у кардигана Кучинелли здесь резинка на горловине, вот ее бы я тоже укрепила бы бейкой, косой бейкой именно по горловине. А теперь, ну, в общем-то, основной момент сказала.
Да, и еще вот с такой вот сложной обработкой, когда обработана молния, а точнее, каждая полочка обработана в карман, вот на нее уходит очень много пряжи. Там на двойные вот эти вот резинки, да, там на вот эту горловину, хоть ее там и немножко пряжи, именно на такую обработку. У меня ушло 500 грамм. 500 грамм, если у вас будет проще кардиган, ну, в смысле обработка, если у вас будет попроще, то у вас еще меньше будет. Здесь уже по расходу смотрите сами. Ну, а теперь вкратце расскажу. Это ниточка от Тоны. В обзоре посмотрите, кому интересно. Здесь я сделала по раппортам все то же самое. У меня получается сейчас, пока изделие не стирано, если пополам разделить, 60 сантиметров. Во-первых, хочу проэкспериментировать пошире. Знаю, что это будет в итоге не 60 сантиметров, а поменьше. Вот хочу, во-первых, проэкспериментировать. И плюс еще, ну, понимаю, что оно уйдет, да. И, естественно, сейчас уже, учитывая все свои прошлые ошибки, недочеты вот эти, я сделала все это на бросовую нить. Чтобы потом, если что, откорректировать длину. На бросовую нить спицами номер 5. 3 петли, потом 3,5 раппорта, это перед. Дальше я делаю в виде ложного шва, у меня 5 петель. У меня в каждом изделии при вязании сверху я обычно использую ложный шов для того, чтобы по изнаночной стороне, когда после стирки изделия сушишь, чтобы расправлять узор. Вдруг, если полотно косит, бывает, все оно хорошо, замечательно выправляется. Итак, у меня 5 петель между передом и спинкой, потом 7 раппортов, это спинка. Опять также между спинкой и другой полочкой 5 петель, 2 лицевые, 1 изнаночная и 2 лицевые. 3,5 раппорта, это перед, и 3 петли еще дополнительных. Вяжу узором, где количество петель не меняется. И вот сейчас оно у меня идет уже в стирку. У меня сегодня много вещей отправляется в стирку. И дальше уже будет... Ну, я отдельно, конечно, по этому кардигану буду снимать. Сейчас просто вот краешком глаза, кому интересно. Ну и все, наверное. Пожалуй, сегодня все. Желаю вам крепкого здоровья и легких петель, девочки.